Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить о том, как программист может по максимуму реализовать свой потенциал, при этом получая от своей работы наибольшую отдачу. Обсудим, как программисту зарабатывать больше. В этом ролике я сформулирую простые правила, следуя которым вы сможете повышать качество своего рабочего процесса и увеличивать его окупаемость. Плюс я провел собственное небольшое исследование, о результатах которого расскажу в конце ролика. Так как я сам программист-фрилансер, то и размышлять буду на тему работы вольного программиста, который и сам себе продажник, и сам себе менеджер, и тимлид, и разработчик, и код-ревьюер. Поговорим про то, как программисту адекватно оценивать свои возможности и почему это так важно. Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что для движения вперед в профессиональном плане нужно в первую очередь четко понимать, на каком уровне мы находимся сейчас, в данный непосредственный момент времени. В перспективе это позволит нам постоянно совершенствовать свои навыки, отталкиваясь от текущего уровня, и тем самым подбирать себе все более интересные и сложные, и, конечно, более высокооплачиваемые задачи, а также станет фундаментом для оптимального распределения нагрузки и поддержания здоровых отношений с клиентами. Возможно, в начале клиентов у вас будет не так много, чтобы это создавало какие-то проблемы, но со временем их станет больше, появится возможность выбора задач, а значит и возможность в какой-то мере диктовать свои условия. На этом моменте многие впадают в экзистенциальный кризис и сталкиваются с синдромом самозванца. Забегу немного вперед и открою небольшой секрет. Именно этот момент является вашим счастливым шансом и открывает перед вами огромные перспективы. Многие профессионалы считают, что они получают достойную оплату своего труда, но при этом синдром самозванца продолжает их преследовать. Это значит, что они в силу каких-то причин не смогли или не захотели воспользоваться таким шансом. Но люди бывают разные. Один мой знакомый, мегапрофи в своем деле, получает за свои услуги скромные деньги. Его это более чем устраивает. При этом его оправдание – есть специалисты и получше меня. И, к сожалению, это оправдание не дает ему раскрыть свой потенциал на полную катушку. Оно буквально висит над ним потолком возможностей и не дает преодолеть поставленные самому себе ограничения. Оценить себя как профессионала – это сложная задача. В процессе работы, опираясь на свой многолетний опыт и общение с другими программистами, я пришел к выводу, что главный вопрос, с которым сталкивается каждый профессионал или даже начинающий, рано или поздно, это как правильно оценивать свою работу. Ко всему прочему, часто ассортимент возможных работ не позволяет иметь какой-то общий прайс, и на каждую работу приходится проводить индивидуальную оценку, что во многих случаях равносильно половине выполненной работы, так как обычно занимает довольно большую часть времени. Эту проблему в какой-то мере решает почасовая оплата труда. Но как убедить вашего клиента, что в процессе работы над его задачей вы не отдыхаете, загорая на пляжах Бали, и не тянете время, чтобы побольше заработать? Как объяснить, что почасовая оплата хорошего специалиста даже выгоднее для него попроектной оплаты? И при этом снимает с исполнителя головную боль предварительных оценок. В силу недоверия клиента возможность повременной оплаты часто бывает недоступна, особенно для новичков в профессии. Но даже несмотря на это, выполняя уже оцененную или даже оплаченную работу, я рекомендую параллельно приблизительно оценить свой труд в часах, а в процессе работы засекать потраченное на нее время. Также вам понадобится определить для себя стоимость вашего часа работы. Поначалу вы будете ошибаться в оценке и, скорее всего, занижать стоимость, но с опытом придет понимание своих возможностей или, грубо говоря, на какой коэффициент нужно каждый раз умножить вашу первоначальную оценку времени, чтобы она была адекватна получаемому результату. Приведу пример из личного опыта. Я предложил одному своему клиенту эксперимент. Я по-прежнему буду оценивать работу перед тем, как к ней приступлю, но параллельно буду вести учет времени, которое я потратил на ее выполнение вплоть до минуты, по таймеру. А через некоторое время предоставлю сравнение по стоимости, рассчитанной одним и другим способом. Я учитывал все время, потраченное на работу, вплоть до общения в чате с клиентом при обсуждении техзадания, правок и тому подобного. В результате оказалось, что стоимость отличалась лишь незначительно, с перевесом все же в пользу предварительной оценки. Но если из всего времени, проведенного за работой, вычесть время, потраченное на ту самую предварительную оценку,
то для клиента просматривалась существенная выгода. Некоторые важные моменты, влияющие на оценку, для себя я сформулировал в следующих 10 простых правилах. Первое. Цените свое время и уровень профессионализма, а не трудность работы или платежеспособность клиента. Профессионализм всегда будет расти, а сложность одной и той же работы с ростом профессионализма уменьшаться. Работу вы будете делать быстрее и лучше, и при этом ваша ценность уменьшаться не должна. Второе. Делайте разумные скидки при необходимости заинтересовать нового клиента. Также вы можете предусмотреть уменьшение стоимости работы в зависимости от ее количества. Чем масштабнее проект, за который вы беретесь, тем выгоднее он может быть и вам, и вашему клиенту. Всегда проще сделать одну большую работу, чем переключаться между множеством мелких. Третье. Если клиент просит значительного уменьшения стоимости работы, попробуйте сначала найти компромисс в уменьшении сложности и количества работы. Например, убрать из технического задания некоторые неважные или несрочные пункты. Помните, что когда клиент просит скидку, он подсознательно не верит, что ваша работа столько стоит, и тем самым обесценивает ваш труд и уровень профессионализма. Ваша обязанность – доказать ваши возможности. И если это сразу не получается, то попробуйте договориться на меньшее количество работ, либо на поэтапное их выполнение и оплату по факту, с последующей оценкой каждого этапа отдельно. При оценке стоимости не следует учитывать личные факторы, которые иногда любят приводить клиенты. Например, такой фразой: «Войди в мое положение, все деньги потратил на рекламу, последнюю партию товара, шубу жены, велосипед для ребенка» и так далее. Отзеркальте ситуацию и мысленно попробуйте попросить клиента согласиться на меньшую работу за ту же сумму и по примерно такой же причине, например, такой фразой: «Давайте я сделаю только 70% заказанной вами работы за ту же сумму, потому что у меня много заказов и нет времени сделать вашу работу целиком». В моей практике был клиент, который просил скидку, ссылаясь на трудную ситуацию в экономике из-за пандемии. На что у меня в голове возникал резонный вопрос: а что, трудная ситуация возникает обычно только у заказчиков и каким-то образом обходит исполнителей работы? Пятое. При оценке стоимости работы мысленно ориентируйтесь на предыдущий опыт работы с другими клиентами, с учетом того, насколько вырос ваш профессионализм с тех пор. Не уменьшайте стоимость работы, если с тех пор вы стали делать ее быстрее, так как ваш профессионализм вырос и ваше время стало более ценным, чем раньше. Шестое. Отказывайтесь от неплатящих клиентов в пользу платящих. Однажды я так сделал, и платящие клиенты, заметив, что я стал больше времени уделять их проектам, стали давать мне больше задач, от которых они раньше, возможно, предпочли бы отказаться в пользу более важных или срочных работ. Седьмое. Составьте прайс на типовые работы, которые вы выполняете чаще других. В прайсе указывайте различные опции, влияющие на цену результата работы, и их добавочную стоимость. Периодически проводите ревизию цен в прайсе и по мере собственного роста индексируйте их. В моем прайсе всего около 100 позиций. Я разбил их по категориям, вывел в табличку на Google документах и постоянно держу открытой эту страничку в закрепленной вкладке браузера. Восьмое. Постоянно учитесь новому. Выделяйте на это немного времени каждый день. Обучение должно быть не за счет клиента, но потраченное время должно конвертироваться в навыки и профессионализм, которые вы уже будете учитывать в своих будущих прайсах. Девятое. Помните, что клиент платит не за количество сделанного, а за решение его проблем. В оценке и согласовании работ упор нужно делать именно на этом. Даже если вы должны сделать, как вам кажется, какую-то ерунду, но которая очень ценна для клиента, это может стоить гораздо дороже, чем огромное количество супермодных фишек, отнимающих только ваше время, но не дающих реальной пользы клиенту. При этом ваша задача доступно объяснить клиенту, как именно ваша работа решит его проблему, а не то, сколько времени и сил это у вас займет. Десятое. Не бойтесь браться за новый тип работ, который вы никогда не делали раньше. Это будет залогом вашего роста в профессиональном плане. Это потенциальная возможность перейти в более дорогой сектор работ и уйти от надоедливой рутины. И, как сказал кто-то из умных людей, если боишься делать что-то новое, бойся и делай.
Следование этим простым правилам помогает мне и, надеюсь, поможет вам не только справиться с синдромом самозванца, но и повысить доверие клиента к вашему профессиональному опыту, а значит и к вашей собственной оценке себя как высокооплачиваемого специалиста. Также хочу рассказать о собственном небольшом исследовании на тему доверия клиентов к вам как к специалисту. Конечно, это больше похоже на наблюдение, чем на исследование, так как в нем я могу зарекомендоваться только единственным источником – это собственным опытом. Итак, кому доверяют работодатели? Пункт номер 1 – это честность. Давно по молодости я стеснялся собственных даже небольших провалов, поэтому старался представить их работодателю в смягченном, а то и сильно искаженном виде. Укреплению доверия это явно не способствовало. Врать и не краснеть я не умею, поэтому ситуация часто выходила из-под контроля и все становилось только хуже. С опытом я понял, что свои ошибки надо всегда признавать. Но мало того, необходимо предлагать клиенту сразу и путь решения возникшей проблемы. Завалил сервер? Ну да, бывает. Проблема решаемая, и в кратчайшие сроки все будет работать в лучшем виде. В дальнейшем вы учтете этот момент, и такое больше не повторится. И обязательно объясните вашему работодателю, почему такое вообще могло произойти. Желательно простыми словами, с минимумом заумных терминов. Другая ситуация. Проспал созвон, потому что всю ночь играл в танки. Так и скажи, проспал. Бывает у всех. Про танки, конечно, можно не говорить, но и не надо придумывать невероятные истории про то, как спасал бабушку, застрявшую в лифте. Вы лучше выглядите в глазах другого человека, если остаетесь обычным человеком. Пункт номер 2. Это компетентность. Под ней можно понимать разные вещи, и все они важны. Но я хочу сказать о той, которая перекликается с пунктом номер 1. Не пытайтесь выглядеть лучше, чем вы есть. И это сэкономит вам кучу ресурсов и нервов. Вы компетентны ровно настолько, насколько вам позволяет ваш опыт и ваши знания. Если клиент спрашивает, можно ли сделать то-то и то-то на сайте, а вы такое никогда не делали раньше, признайтесь честно, сделать можно, но вы таким раньше еще не занимались. Будет новый интересный опыт, и вы подойдете к задаче со всей ответственностью. Ну а если не выйдет, всегда можно привлечь к задаче другого специалиста. Если, конечно, не горят сроки. А если горят, то подходим к следующему пункту. Пункт номер 3. Умейте отказываться от задачи, если к этому есть разумные предпосылки. Возможно, вам кажется, что своим отказом вы кого-то подведете, или о вас будут думать как о недостаточно хорошем специалисте. Но представьте, что если вы наобещаете клиенту с 3 короба, а обещание не выполните, кем тогда вы будете выглядеть в его глазах? Есть и другая сторона. Если вы считаете, что можете справиться с задачей, но она потребует от вас значительных усилий и времени, которые вы планировали потратить на другие задачи, то обсудите с клиентом повышенную стоимость и более реалистичные сроки. Проговорите возможные препятствия в процессе решения задачи и пути выхода из них. И если работодатель согласится на ваши условия, приложите все усилия, чтобы справиться с задачей. А если не получится, объясните, почему так произошло, и порекомендуйте варианты обхода. В крайнем случае посодействуйте с поиском другого специалиста, более компетентного в таких вопросах. Пункт номер 4. Цена. И вот мы снова вернулись к стоимости вашей работы. Есть такая интересная зависимость. Более компетентные специалисты чаще более скромно оценивают свои возможности. И это хорошо, если вам не нужны деньги. А если все же ваша цель зарабатывать, то вам нужно научиться более адекватно оценивать свой профессионализм. Простой лайфхак. Если вы оцениваете какую-то задачу, допустим, в 1000 рублей, назовите клиенту сумму в 1500. Во-первых, уверяю вас, скорее всего вы вложитесь на все 1500, если не больше. Ведь всегда есть неучтенные расходы. Это и время на согласование задачи, и время на правки после ее выполнения, и даже время на 5-минутный перерыв, который нужен вашему мозгу, чтобы сосредоточиться на решении задачи. К тому же есть еще и такой важный момент. Заниженная цена создает впечатление неуверенности вас как специалиста в собственных возможностях. Поэтому иногда более высокий прайс воспринимается клиентами как следствие более высокого профессионализма. Ну и тут я еще раз напомню вам про 9 пункт из 10 правил, приведенных мной в начале ролика. Клиент платит не за количество сделанного,
а за решение его проблем. Проще говоря, помогайте зарабатывать вашему клиенту, и он поможет заработать вам. С вами был Андрей на канале Данилов Код. Пока.